На Марсе классно. Нам в игру разработчики завезли транспорт, завезли марсоход под названием Карипен GPRV. Так, напомню, как это было. У нас были стационарные вот такие карипены, добавлены на карту, на которых нельзя было ездить. Мы принимали участие в конкурсе, строили гараж, победили в этом конкурсе. Приз был 2 NFT участка, насколько я помню, за это все дело. А теперь еще интересней, значит, получается, что мы нажимаем на английское О в игре, и появляется вот такая вот табличка. Просит нас ввести некий аутентификационный код. Где взять этот код? Код находится в нашей панели управления, так называемой МЦЦ. Панель управления тоже постоянно обновляется, что-то добавляется в нее, становится все лучше и лучше выглядеть. Я напомню, я покупал Карипен Classic, вот он здесь есть. Вот так это все здесь выглядит. Вот такой у меня в наличии. И, внимание, вопрос. Так как же его добавить в саму игру? Ну, в первую очередь, его как бы необходимо купить. Да, в описании под этим видосом будет ссылочка на дисконт, на скидочку. Это моя реферальная ссылка, и по ней, соответственно, Карипена можно будет купить дешевле. Вот здесь есть вкладочка «Магазин». Выбирайте любого. Есть классик, есть эпик и есть легендари. Ну, легендари, конечно, вообще убойно просто смотрится. Хорошие статы, хорошие характеристики у этой тачки. И все у этой тачки как надо. Вот такая вот история. Вернемся к тому, как же все-таки добавить Карипен в игру. В левом нижнем углу есть значок «Профайл». Значит, проваливаемся сюда. Это получается что-то наподобие просмотра нашего профиля. Вот здесь есть username. Вот так выглядит наш перс. Его можно покрутить, его можно удалить, его можно приблизить. Да, и вот здесь написано UID код Connect your account with desktop клиент. Берем, значит, копируем этот код. И возвращаемся в игру. Мы вернулись в игру, нажимаем на кнопочку О, вставляем наш код и нажимаем Submit. И видим, у нас появляется наш Карипен из панели управления, тот, который мы покупали. Нажимаем на него, выбираем и Deploy. Па-бамс! Вот такие вот дела. Вот он собственной персоной. Это уже та тачка, на которой можно прямо сейчас взять, да, и прокатиться. Вот так это все работает с машинами. И, собственно говоря, что я и предлагаю сделать. Огонь! Погнали. Я вдалеке вижу какую-то метку. Вон там. Поэтому предлагаю незамедлительно отправиться к этой метке. Также можно приближать, удалять. Да, можно вот так вот крутануть вид, посмотреть, как это все выглядит. Также приблизить, отдалить. И я вижу первую циферку. Первая циферка — это троечка у нас. Подъедем к ней, посмотрим, как она выглядит. Это некоторая путевая отметка. Я напомню, что разрабы обещали конкурс. Это будет гонка марсоходов прям в самой игре. И я так думаю, это один из чекпоинтов. Цифра 3. Вон там наверху на холме я вижу еще цифру. Давайте же доедем и посмотрим, что у нас там. Опаньки! А что это я вижу такое справа по борту?
Это, несомненно, какой-то тоже транспорт. Да, ребята, это Карканда. Это второй транспорт, который будет добавлен в игру. Мы подъедем поближе, сравним по размерам с нашим Карипеном. Вот Карипен, а вот Карканда. В игре всего будет 4 марсохода. Карипен — это будет марсоход-разведчик. Карканда — это будет марсоход-добытчик. Будет еще одна тачка, что-то наподобие тягача, которая будет перевозить ресурсы. И будет Жук. Жук, на котором можно будет быстренько переместиться из точки А в точку Б на Марсе, плюс он будет в качестве электростанции. Да, в него сесть нельзя, колеса у него увязли, поэтому помчим дальше по своим делам. Пока только на Карипене. Значит, что предлагаю? Предлагаю попробовать проехать всю трассу от начала до конца. Старт дан. Я вижу точку под номером 3 прямо на горизонте. Вон там светится. Чекпоинт номер 3. Копилочку. Точка взята. Движем дальше. Прямо по курсу вижу точку номер 2. Точка номер 2 взята. Копилочку. Отправляемся на поиски точки номер 1. Точка номер 1 прямо по курсу. Да, точка номер 1 взята. Все контрольные точки пройдены. Задание выполнено. Если, короче, застряли, выход простой. Выходим из Карипена. Нажимаем опять-таки на кнопочку О и делаем деплой. Оп, и Карипен снова появляется и уже как бы и не застрявший. Все, мчим на базу.
Так, я так смотрю, здесь чем-то даже пометили вот эту точку приземления, точку крушения. Какие-то квадратики появлялись, что-то новенькое. На парковочку. Приехали. Так, что еще из нового? Ребята добавили в игру вот такие конусы, даже не конусы, а цилиндры, наверное, да, с рекламой биржи KuCoin. И я так думаю, если нужно будет строить трассу, то можно старт и финиш обозначить именно ими. Также добавлены вот такие голограммки. Вот ими как раз таки, я думаю, можно маршрут отбивать лево-право по краям трассы, куда ехать. И вот такой дисплейчик. И еще, значит, из нового. Все аппараты начали светиться, все хорошо. В некоторые аппараты, допустим, печка, теперь есть возможность использовать сразу две батарейки. Это тоже очень здорово. Добавили кнопочку on-off, добавили анимацию. Добавили анимацию работы приборов. Причем у всех приборов добавлена эта анимация. Допустим, если мы захотим что-нибудь скрафтить вот тут. Ну, допустим, тот же KuCoin, новый предмет, бамс, то мы видим, что вот это вот все крутится, вертится. Роботизированная рука что-то делает, что-то производит. Это здорово. Тут также возможность использовать две канистры стало на зарядку батарейки. Здесь мы можем использовать две батарейки. Что еще? В крафтере появился новый предмет. Repair Kit называется. Что можно делать с ним? С ним, значит, нам открывается возможность ремонтировать нашу кирку и лопату. Давай попробуем это все сейчас сделать и заодно посмотрим, как это будет выглядеть. Вот я не зря вот в этот ящик специально обученный собирал сломанные кирки и лопаты. То есть стоимость починить будет, ну, дешевле, меньше ресурсов потребуется на то, чтобы починить кирку и лопату. Отражение в зеркале все так же задом наперед. Забираем кит и совмещаем, то есть стакаем. Оп! И кирка у нас наполовину починена. Если мы сделаем еще один такой же, то будет починено полностью. Также видим, в этом приборе все замечательно крутится, вертится, бегает. Анимация. В общем, анимация тоже была бы необходима, так как просто стационарные не выглядят настолько круто в действии. Вот. Как-то так. Вот на данный момент таким образом выглядит моя база. И я так понимаю, что нужно будет строить что-то типа трассы для участия в этих гонках. У нас сделан второй Repair Kit. Мы его кидаем на кирку и оп, и у нас полноценная функциональная кирка появляется. Так, наверное, на сегодня это все, что я хотел рассказать по новинкам. Браво команде. Ребята не стоят на месте. Разработка игры движется. Вот, мы уже полноценно можем погонять на своем же Кари Пенни. Если есть вопросы, предложения и пожелания, оставляйте в комментариях. Совершайте великие поступки и не бойтесь эксперимента. До встречи на Марсе.